Глубоко под водами древнего Черного моря лежит загадочный город, о котором человечество долгое время не имело ни малейшего представления. Этот затонувший мегаполис был обнаружен в 2012 году командой подводных археологов, и их открытия стали настоящим шоком для историков и ученых. В процессе подводных исследований исследователи наткнулись на обширные руины, включая улицы, дома и даже каменные блоки, которые были частью древних сооружений. Каждый найденный артефакт раскрывал новые страницы истории. Археологи смогли идентифицировать некоторые из обнаруженных структур, связывая их с древнегреческой цивилизацией, существовавшей более 2000 лет назад. Удивительно, но этот город, вероятно, был затоплен в результате внезапного изменения уровня моря, что стало катастрофой для его жителей. Однако это не просто очередная история о затопленных городах, это свидетельство о культурной жизни, которая существовала задолго до нашей эры. Среди находок оказались также сохранившиеся предметы быта, которые давали уникальное представление о повседневной жизни древних людей. Археологи обнаружили керамические сосуды, инструменты, а также красочные фрески, которые изображали сцены из жизни тех, кто жил в этом городе. Эти изображения стали ключевыми для понимания социальных и культурных аспектов общества, о котором так мало знали. Не менее удивительными были находки, касающиеся архитектуры. Фрагменты стен и колонн продемонстрировали высокий уровень мастерства древних строителей. Такие конструкции, как арки и своды, давали представление о развитии инженерного дела в то время, когда строительные технологии находились на начальной стадии своего развития. Это открытие вызвало волну интереса и пересмотра существующих представлений о том, как развивались города в античные времена. Факты, связанные с этим затонувшим городом, заставили ученых пересмотреть многие аспекты истории античного мира. Исследования показали, что этот город мог быть важным торговым центром, связывающим разные культуры и цивилизации. Это открытие дало новые возможности для изучения экономических и культурных связей, которые существовали между древними народами. Возникает вопрос, какие еще тайны скрывают воды? Этот затонувший город стал лишь верхушкой айсберга. Древние морские глубины полны удивительных открытий, которые могут изменить наше представление об истории человечества. Ученые продолжают исследования, надеясь отыскать дополнительные артефакты и укрепить связи между различными цивилизациями. Остается только догадываться, какие сюрпризы еще ждут нас на дне океана и какие свидетельства древности могут изменить концепцию нашей истории навсегда. На протяжении тысячелетий Древний Египет оставался территорией, изобилующей не только великолепными памятниками, но и удивительными артефактами, которые до сих пор удивляют археологов и историков. Эти находки не просто подчеркивают величие цивилизации, но и раскрывают ее влияние на развитие человеческой культуры. Начнем с одной из самых известных и интригующих находок – древних египетских скоробеев. Эти амулеты, создавшиеся в форме жука-навозника, использовались как символ защиты и возрождения. Они были найдены в гробницах, на предметах быта и даже в храмах. Каждый скоробей нес на себе уникальные надписи, отражающие верования и надежды древних египтян. Не менее значимыми стали находки, связанные с мумиями. В процессе изучения мумий археологи обнаружили, что они были тщательно подготовлены к загробной жизни. Научные исследования показали, что древние египтяне использовали специальные масла и древесные смолы, что внесло значительный вклад в сохранение тел. Изучая мумии, исследователи получили уникальные знания о здоровье и заболеваниях эпопеи, а также о питании и образе жизни людей того времени. Например, анализы показали, что древние египтяне страдали от различных болезней, от которых сегодня можно легко избавиться, но также демонстрировали удивительное здоровье и долголетие. Безусловно, нельзя обойти вниманием и артефакты, связанные с повседневной жизнью. Керамические сосуды, найденные в гробницах, не только служили для хранения пищи, но и использовались в ритуалах. Эти сосуды часто были украшены сложными узорами и надписями, что указывало на высокий уровень мастерства ремесленников той эпохи. Особенно примечательны сосуды, которые использовались для хранения масла, вина и даже косметики. Это свидетельствует о том, что древние египтяне придавали большое значение не только функциональности, но и эстетике своих изделий. Одним из самых захватывающих открытий стали золотые украшения и предметы, найденные в гробницах фараонов. Эти артефакты, изготавливаемые из золота и драгоценных камней, поражают своим блеском и сложностью исполнения. Каждый предмет говорит о статусе его владельца и о богатстве, которое существовало в Древнем Египте. Это также поднимает вопрос о торговых связях с другими культурами, так как некоторые из использованных материалов были привезены издалека. Важными находками являются и папирусы, сохранившиеся с древних времен. Эти документы содержат информацию о повседневной жизни, религиозных ритуалах и даже справочные материалы по астрономии и математике. Они подчеркивают уровень знаний и образования, которым обладали египтяне. Папирусы стали ценным источником для изучения языка и письменности, что дало возможность ученым лучше понять мышление и культуру этого народа. Каждый новый артефакт, найденный на земле Египта, добавляет новые штрихи к портрету этой удивительной цивилизации.
Они помогают не только реконструировать повседневную жизнь, но и понять, как древние египтяне видели мир вокруг себя. Эти открытия подтверждают, что культура Древнего Египта оказала значительное влияние на развитие человеческой цивилизации, оставив наследие, которое продолжает вдохновлять и удивлять ученых и любителей истории. С каждым новым открытием мы все ближе подходим к пониманию многогранности и сложности жизни этих людей, которые жили более 3000 лет назад. Что же еще скрывают пески и реки этой древней земли? Майя – одна из самых загадочных цивилизаций древности, оставившая после себя множество тайн и артефактов, которые до сих пор продолжают вызывать восхищение и удивление археологов. На протяжении более 1000 лет их культура процветала на территории современного Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса. 800 тысяч квадратных миль их территории были покрыты развалинами городов, храмов и пирамид, многие из которых были обнаружены лишь в последние десятилетия. В начале 20 века археологи начали систематические раскопки в тропических лесах, и результаты оказались поистине потрясающими. Один из самых значимых археологических объектов, найденных в 30-х годах, это город Тикаль. Его величественные храмы и дворцы, украшенные изысканными резьбами и фресками, стали символами утраченной культуры. Исследования показали, что Тикаль был одним из крупнейших городов королевств, его население достигало до 100 тысяч человек. Эти находки помогли понять, как велика была сеть торговых путей, связывавшая разные города. Однако это только начало. Недавние открытия в Паленке, еще одном важном городе майя, привели к невероятным находкам. Сохранившимся гробницам правителей, содержащим богатейшие захоронения, включая золотые украшения и предметы из нефритов. Эти артефакты не только подтверждают высокий уровень мастерства майя в ювелирном деле, но и свидетельствуют о глубоком уважении к своим правителям. Изучая письмена на каменных стелах, археологи вскрыли множество историй о правителях, их победах и ритуалах. Система иероглифов майя, одна из самых сложных письменностей древнего мира, продолжает удивлять ученых. Расшифровка их текстов раскрывает важные аспекты социальной и политической жизни цивилизации. Например, недавно расшифрованный текст рассказывает о военных кампаниях и дипломатических отношениях между разными городами-государствами. Не менее интересным является вопрос о причинах упадка цивилизации майя. Археологи обнаружили доказательства того, что изменение климата, постоянные войны и истощение ресурсов могли сыграть ключевую роль в их падении. Однако загадки продолжают оставаться. Некоторые исследователи заявляют, что высокоразвинутая культура могла просто исчезнуть, оставив лишь руины и остатки своих знаний. Стоит упомянуть и о таких находках, как обширные системы водоснабжения, которые демонстрируют невероятные инженерные способности майя. Они смогли создать сложные каналы и резервуары, что позволяло им использовать воду для сельского хозяйства даже в условиях засухи. Также археологи продолжают находить необычные артефакты, такие как резные фигурки богов и ритуальные предметы. Эти находки помогают восстановить религиозные обряды и верования, которые были неотъемлемой частью жизни майя. Каждый новый артефакт открывает новые грани их удивительной культуры, показывая, насколько они были развиты в астрономии, математике и искусстве. Вопросы о том, как и почему исчезла эта культура, остаются открытыми, что делает ее изучение особенно захватывающим. Ученые продолжают работу в джунглях, надеясь разгадать загадки, которые оставили нам майя, и, возможно, внести новые штрихи в нашу картину понимания древних цивилизаций. Каждое открытие приближает нас к пониманию этой удивительной культуры и ее уникального места в истории человечества. В пустыне, скрытой от глаз современного мира, находится множество гробниц, которые хранят в себе не только останки величайших правителей, но и невероятные тайны, способные изменить наше понимание о Древнем Египте. Среди этих гробниц самой известной считается гробница Тутанхамона, открытая в 1920 году археологом Говардом Картером. Эта находка поразила мир. Внутри гробницы были обнаружены золотые предметы, уникальные артефакты и даже самозасохшие цветы. Все это свидетельствовало о безмерной роскоши и высоком уровне мастерства древних ремесленников. Однако не только гробница Тутанхамона оставила след в истории археологии. Исследование других гробниц, таких как гробницы в Долине Царей, также раскрыло множество секретов. Например, гробница Рамсеса III, открытая в 1930 году, стала настоящей сенсацией благодаря своим фрескам, которые сохранились в удивительном состоянии. Эти изображения не просто показывают повседневную жизнь древних египтян, но и отражают их религиозные представления и обряды. Некоторые гробницы, такие как гробница Сети I, содержат масштабные росписи, рассказывающие о сражениях и победах. Эти визуальные нарративы стали важными источниками для современного понимания военной истории Египта. Каждый элемент росписи был тщательно продуман, и специфическая символика, использованная в них, добавляет глубину к пониманию культуры и религии того времени. Второй захватывающий аспект – это артефакты, найденные в гробницах. Научные исследования показали, что многие из них были изготовлены из материалов, привезенных издалека.
Например, нефрит и лазурит использовались для создания украшений и предметов, подчеркивающих статус их владельцев. Эти находки подтверждают теории о широких торговых связях, существовавших между Древним Египтом и другими древними цивилизациями, такими как Месопотамия и Индия. Не менее интригующими являются мумии, найденные в этих гробницах. Археологи обнаружили уникальные методы бальзамирования, применяемые для сохранения тел. Исследования мумий под микроскопом позволили ученым понять, какие вещества использовались для обработки и сохранения тканей. Это знание открывает окно в медицинские практики древнего мира. Кроме того, анализ ДНК мумий дал возможность узнать о генетическом разнообразии древних египтян и их связи с современными народами. Одним из неожиданных открытий стали и специальные камеры внутри гробниц, предназначенные для хранения священных текстов и предметов. Эти комнаты часто были тщательно скрыты, и доступ к ним был ограничен. Находки из таких камер включают папирусы с заклинаниями и молитвами, которые, как считалось, помогали умершим в загробной жизни. Эти тексты стали важными источниками для понимания религиозных верований и практик древних египтян. Некоторые гробницы также содержали странные и удивительные предметы, которые не имели очевидного назначения. Например, находки в гробнице Хуфу, известной также как Великая пирамида, включали не только предметы быта, но и загадочные механизмы, которые до сих пор остаются предметом изучения и обсуждений среди ученых. Эти артефакты поднимают вопрос о технологиях, доступных древним египтянам, и их понимании механики. Каждое новое открытие в пустыне открывает новые горизонты для понимания одной из величайших цивилизаций древности. Гробницы фараонов не только хранят останки великих правителей, но и служат ключами к разгадке множества тайн, которые до сих пор остаются неразгаданными. С каждым новым раскопом археологи продолжают приоткрывать завесу над жизнью и тайнами Древнего Египта, добавляя новые штрихи к нашей картине исторического прошлого. Древний Стоунхендж, расположенный в графстве Уилтшир в Англии, продолжает оставаться одним из самых загадочных и известных археологических памятников мира. Этот каменный круг, построенный более 4000 лет назад, до сих пор вызывает вопросы у исследователей и историков, стремящихся разгадать его назначение и значимость. Строительство Стоунхенджа, вероятно, началось около 13 тысяч лет назад, и его первоначальная форма была значительно отличной от того, что мы видим сегодня. Каменные блоки, которые составляют этот уникальный памятник, были привезены издалека, некоторые из них были добыты на расстоянии более 200 миль. Одним из самых интересных аспектов Стоунхенджа является использование сырья. Главные камни, известные как сарсеновые блоки, представляют собой песчаник, который был обработан и установлен в точной конфигурации. Исследования показали, что процесс транспортировки и установки этих массивных блоков требовал значительных усилий и знаний о строительстве, что указывает на высокий уровень организации и планирования среди древних людей. Ученые предполагают, что камни могли быть перемещены с помощью повозок и роликов, что было настоящим достижением для того времени. Однако не только архитектура делает Стоунхендж уникальным. Этот памятник также связан с различными ритуалами и верованиями, что подтверждается множеством находок, обнаруженных в окрестностях. Археологи нашли следы кремации и другие артефакты, такие как орудия труда и предметы повседневной жизни, которые указывают на то, что место использовалось как священная территория. Некоторые из находок включают в себя фрагменты керамики и обожженных костей, что поддерживает теорию о том, что Стоунхендж мог служить местом для проведения ритуалов и обрядов, связанных с поклонением предкам. Огромное значение для понимания Стоунхенджа имеет его астрономическая ориентация. Исследования показали, что камни были установлены таким образом, что они соответствуют солнцестояниям и равноденствиям, что указывает на их важность в календарных и астрономических расчетах. Например, в день летнего солнцестояния Солнце встает над одним из входов, создавая впечатляющее зрелище, которое могло служить сигналом для древних людей о начале нового сезона. Помимо астрономии, Стоунхендж также оставил след в мифологии и культуре. Он стал символом Древней Британии и представляет собой объект изучения для многих людей, интересующихся историей и культурным наследием. Множество легенд и теорий об этом месте продолжают существовать, и каждая новая находка добавляет новые штрихи к пониманию его значения. Некоторые исследователи выдвигают гипотезы о том, что Стоунхендж мог быть местом исцеления, в то время как другие утверждают, что он служил как место собраний племен и культурных обменов. С каждым раскопом открываются новые горизонты, позволяющие глубже понять, каким образом древние люди использовали этот памятник. Строительство Стоунхенджа требует от нас пересмотра представления о том, как развивались социумы и как они взаимодействовали с природой. Секреты, которые он хранит, говорят о том, что наши предки обладали знаниями и навыками, о которых мы до сих пор только начинаем догадываться. Каждый новый артефакт и каждая новая находка подчеркивают, насколько важно это место для понимания не только британской, но и мировой истории. Стоунхендж продолжает вдохновлять исследователей, открывая двери в прошлое и ставя перед нами новые загадки, которые ждут разгадки.
Древние письмена– одно из величайших достижений человечества, и их изучение кардинально изменило наше понимание истории. Письменность появилась в разных частях мира в различные эпохи, однако каждое открытие, связанное с ней, добавляет новые оттенки в картину прошлого. Наиболее известные примеры, такие как шумерская клинопись или египетские иероглифы, стали основой для исследования сложных социальных, политических и культурных систем. В начале третьего тысячелетия до нашей эры в Месопотамии была создана клинопись– система знаков, высеченных на глиняных табличках. Эти таблички содержали записи о торговле, налогах, правовых делах и даже литературных произведениях. Открытия археологов в этом регионе показали, что письменность изменила не только способ ведения дел, но и формирование общества в целом. В Древнем Египте иероглифы стали важным инструментом для записи не только религиозных текстов, но и повседневной жизни. Ученые, изучающие египетские папирусы, обнаружили множество документов, касающихся медицины, астрономии и даже поэзии. Эти письмена стали ключом к пониманию не только культуры, но и традиций, которые формировали общество на протяжении тысячелетий. Одним из самых значимых открытий стал папирус Эберса, который содержит медицинские рецепты и знания, собранные в период более чем 3 тысячелетия назад. Это доказательство того, что древние египтяне обладали глубокими знаниями о здоровье и болезнях, что стало основой для дальнейших медицинских достижений. Не менее важными являются находки в области индийской письменности, где санскрит стал основой для многих классических текстов. В произведениях, таких как Махабхарата и Рамаяна, исследователи нашли не только мифы и легенды, но и философские идеи, которые оказали влияние на множество культур. Эти тексты стали важными для понимания религиозных и культурных традиций Индии и других регионов. Их влияние распространилось далеко за пределами индийского субконтинента, продвигаясь в сторону Юго-Восточной Азии и даже Европы. В Китае иероглифы, известные как ханьцзы, изменили представление о письменности. Уникальная система знаков, отражающая целые идеи и концепции, появилась более 3000 лет назад. Эти письмена не только фиксировали торговые и правовые аспекты жизни, но и стали носителями богатой литературы и философии, включая работы Конфуция и Лао Цзы. Открытие древних свитков в пещерах Магао, которые содержат тексты на санскрите и китайском, раскрывают взаимосвязи между культурами и идеями. Немаловажными являются и находки в области мезоамериканских письмен, таких как письмена майя. Исследования иероглифов, найденных на стелах и в руинах, открыли новые горизонты в понимании политической системы и религиозных практик этой загадочной цивилизации. Каждый новый артефакт, выявленный в ходе раскопок, помогает ученым восстанавливать картины прошлого, показывая, что письменность была не просто средством общения, а ключом к пониманию культурной идентичности и исторической памяти. Изучение древних письмен стало основным инструментом в реконструкции исторического контекста, изменившего представление о цивилизациях, которые когда-то считались утраченно неизвестными. Эти открытия не только углубляют наши знания о жизни древних народов, но и подчеркивают, насколько важна письменность для формирования современного мира. Каждый новый текст и каждая новая находка раскрывают тайны, которые до сих пор остаются неразгаданными. Век за веком новое открытие поднимает завесу над историей человечества, делая ее более сложной и многогранной, чем мы когда-либо могли представить. Артефакты, связанные с Великим потопом, всегда привлекали внимание археологов и историков. Легенды о потопе встречаются в мифологиях различных народов, и каждая культура имеет свою версию этого события. Научные исследования и археологические находки подтверждают, что в разные исторические периоды произошли значительные наводнения, которые могли стать основой этих мифов. В начале 2000 назад в Месопотамии была обнаружена глиняная табличка, содержащая упоминание о потопе, схожем с библейским. Этот текст, известный как эпос о Гильгамеше, описывает, как богами был послан потоп, чтобы уничтожить человечество. Исследования археологов также привели к находкам, которые стали важными доказательствами для теории о Великом потопе. В 2017 году во время раскопок в районе Черного моря были обнаружены обширные подводные структуры, которые предположительно относятся к древним поселениям. Эти находки указывают на то, что уровень моря внезапно поднялся, затопив обширные земли и уничтожив цивилизации. Ученые даже предположили, что этот подъем мог быть вызван таянием ледников после последнего ледникового периода, что также могло стать основой различных легенд о потопе. Однако не только в Месопотамии или у берегов Черного моря находились свидетельства о потопах. В Южной Америке археологи раскрыли следы древних цивилизаций, которые также столкнулись с масштабными наводнениями. Например, в Перу археологи обнаружили руины города, которые были затоплены мощными водами. Эти находки говорят о том, что в прошлом происходили масштабные климатические изменения, которые могли быть связаны с глобальными катастрофами.
В 2016 году в библиотеке Ашурбанипала в Ниневии были найдены глиняные таблички с упоминанием о потопах. Изучение этих текстов показало, что древние ассирийцы также имели свои версии истории о затоплениях, что подтверждает универсальность этой темы среди разных народов. Странно, но некоторые исследователи утверждают, что эти рассказы могут быть основаны на реальных событиях, которые происходили в разных регионах мира. Исследования древних осадочных слоев также предоставили важные данные о климатических изменениях и возможных наводнениях. В некоторых районах археологи нашли следы, указывающие на резкое изменение уровня воды, что также совпадает с описаниями потопов из мифов. Например, анализ осадков в районе Месопотамии показал, что в третьем тысячелетии до нашей эры происходили значительные изменения климата, которые могли привести к затоплению обширных территорий. Не менее интересны и находки в области подводной археологии. В 2006 году команда исследователей обнаружила затопленные города у побережья Индии, которые могли быть частью древней цивилизации, существовавшей до известных исторических записей. Эти находки вызывают новые вопросы о том, сколько еще существовало городов, которые были затоплены в результате наводнений. Таким образом, артефакты, связанные с Великим потопом, представляют собой важные свидетельства, которые могут изменить наше понимание истории. Каждый новый артефакт открывает новые горизонты, позволяя лучше разобраться в том, как древние цивилизации переживали климатические изменения и катастрофы, оставляя нам свои легенды и мифы. С каждым раскопом ученые приближаются к разгадке этих древних загадок. И каждая находка подтверждает, что истинная история потопа может быть гораздо более захватывающей, чем мы когда-либо могли представить. В древности многие цивилизации создавали подземные комплексы, которые оставили после себя множество тайн и удивительных открытий. Одним из самых известных примеров является сеть подземных городов, обнаруженных в Турции, известная как Деринкую. Этот город, который был построен более 3000 лет назад, удивляет своими масштабами и продуманной архитектурой. Деринкую мог вмещать до 20 тысяч человек и имел множество уровней, соединенных узкими туннелями. Археологи, исследовавшие эти туннели, нашли места для хранения продовольствия, склады, винодельни и даже места для поклонения. Предполагается, что этот комплекс использовался как укрытие от врагов, что подчеркивает важность подземных строений в вопросах безопасности. Не менее интересным является комплекс подземных городов Каппадокии, также расположенный в Турции. Эти города, которые были вырезаны в мягких вулканических породах, служили укрытием и защитой для местного населения. Археологи обнаружили, что в этих городах находились не только жилые помещения, но и церкви, склады, а также системы вентиляции, которые обеспечивали приток свежего воздуха. Уникальная архитектура этих подземных комплексов позволяет предполагать, что их жители обладали высокими инженерными навыками и знанием геологии. В Европе также существуют подземные города, например, Сетиниль-де-лас-Бодегас в Испании. Этот город построен в скалах, и его дома частично вырезаны в скальных образованиях. Местные жители использовали природные формы для создания укрытий от жары, что делает этот город уникальным примером адаптации к окружающей среде. Похожие конструкции можно увидеть в других регионах Испании, что свидетельствует о широкой практике строительства в пещерах и скалах в древности. Кроме того, в Азии находятся подземные комплексы, такие как Аджанта и Элефанта в Индии. Эти храмы были вырезаны из цельных скал и представляют собой выдающиеся примеры архитектуры и религиозного искусства. Каждое из этих сооружений наполнено резьбой и фресками, которые рассказывают о мифологии и верованиях той эпохи. Эти храмы служили местами паломничества и поклонения, что подчеркивает важность подземных конструкций в религиозной жизни. Подземные комплексы также служили убежищами во время войн. Например, во время Второй мировой войны в Лондоне были построены подземные бомбоубежища, которые защитили тысячи людей от бомбардировок. Этот опыт показывает, как идеи о подземных укрытиях продолжают использоваться и в современном мире, адаптируясь под новые условия. Погружение в изучение подземных комплексов открывает перед учеными множество загадок. Каждая новая находка позволяет глубже понять, почему и как древние люди строили такие сложные структуры. Эти сооружения не только являются собой чудо инженерной мысли, но и служат свидетельством человеческой изобретательности и стремления к выживанию. С каждым раскопом археологи продолжают открывать новые тайны, которые, возможно, изменят наше представление о жизни древних цивилизаций и их способности к адаптации. Каждый найденный артефакт или структура поднимает новые вопросы и заставляет исследователей углубляться в изучение нашего общего прошлого, раскрывая удивительные факты о том, как люди выживали и создавали свои сообщества в условиях непредсказуемых и порой жестоких. Необычные останки, найденные археологами по всему миру, открывают двери в древние цивилизации и их обычаи. Каждая находка – это не просто набор костей, а целая история о жизни, смерти и привычках людей, которые существовали тысячи лет назад. Одним из самых известных случаев стало обнаружение останков древнего человека в Китае, известного как человек из Лаошань.
Эти костные находки, датирующиеся около 40 тысяч лет назад, показали, что человек уже тогда обладал развитым образом жизни, включая охоту и собирательство. Исследования показали, что у него были явно выражены признаки заболеваний, что позволило ученым узнать о здоровье людей того времени. Не менее захватывающим является открытие, связанное с мумиями в Египте. Археологи, исследуя гробницы, обнаружили мумии, которые были тщательно подготовлены к загробной жизни. Например, в гробнице Аменемхета II были найдены мумии, сохранившие не только свои формы, но и мягкие ткани. Это дало возможность ученым провести исследования о методах бальзамирования, используемых в Древнем Египте. Научные эксперименты показали, что древние египтяне использовали сложные смеси масел и смол, чтобы сохранить тела. Эти находки не только рассказывают о религиозных верованиях, но и подтверждают высокий уровень медицины и технологий той эпохи. Но не только мумии стали предметом изучения. В 2016 году в Норвегии были найдены останки викингов, которые раскрыли удивительные факты о жизни и обычаях этих людей. Анализ костей показал, что викинги страдали от различных заболеваний, таких как остеоартрит и инфекционные болезни. Ученые также обнаружили, что многие из них имели сложные отношения с соседними культурами, что подтверждается находками, связанными с их погребальными ритуалами. Также следует упомянуть о находках в Южной Америке, где археологи обнаружили останки людей, которые были частью древней цивилизации Назка. Эти люди оставили после себя не только загадочные геоглифы, но и останки, которые рассказали о их культуре и жизни. Анализ останков показал, что они практиковали сложные ритуалы, включая жертвоприношения, что стало важным фактом для понимания их религиозных практик. Тем временем в Китае были найдены останки человека с красной волосаткой в пещере, датируемые более 30 тысяч лет назад. Этот случай стал настоящей сенсацией, так как исследователи смогли восстановить не только внешние характеристики, но и образ жизни этого человека. Оказалось, что он использовал инструменты из камня и уже тогда занимался охотой. Каждое новое открытие добавляет новые штрихи к пониманию наших предков. Ученые продолжают искать ответы на вопросы о том, как они жили, какие болезни переносили, какие обычаи практиковали. Останки, которые были найдены, становятся ключами к разгадке множества тайн, скрытых в пыли веков. Эти находки открывают новые грани человеческой истории, позволяя нам заглянуть в жизнь людей, которые жили задолго до нас. Кости, артефакты и останки продолжают быть важными объектами исследования, и с каждым раскопом мы приближаемся к более полному пониманию того, как развивались человеческие сообщества и какие испытания они пережили на своем пути. В мире существует множество искусственных структур, которые поражают своим масштабом и мастерством. Эти рукотворные чудеса не только вдохновляют исследователей, но и предоставляют ключи к разгадке множества исторических тайн. Одним из ярчайших примеров является Великая Китайская стена, строительство которой началось более 2000 лет назад. Эта колоссальная конструкция протянулась на более чем 3000 миль и служила защитой от набегов кочевников. Стена состоит из различных материалов, от земли до камня и кирпича, что отражает различия в эпохах и регионах ее строительства. Археологи обнаружили, что на ее возведение работали сотни тысяч людей, включая рабов и солдат, что подчеркивает масштаб усилий, вложенных в этот проект. Древние персы также оставили после себя удивительные сооружения, такие как Персеполь, столица Ахеменидской империи. Этот комплекс был основан в VI веке до нашей эры и стал символом величия персидской культуры. Археологи обнаружили множество рельефов и колонн, которые показывают сценки из жизни царей и ритуалов. Строительство Персеполя потребовало высочайшего уровня мастерства, так как каменные блоки были доставлены издалека и идеально подогнаны друг к другу. Не менее интересным является город Мачу-Пикчу в Перу, построенный инками в VI веке. Эта крепость расположена на высоте более 2000 метров над уровнем моря и окружена горами и облаками. Археологи смогли обнаружить множество террас, храмов и водосборных систем, что говорит о высоком уровне инженерного мышления инков. Они использовали природные ресурсы для создания системы орошения, что позволяло эффективно заниматься сельским хозяйством на сложных ландшафтах. В Европе один из самых известных памятников – это Колизей в Риме, построенный в I веке нашей эры. Эта арена вмещала более 50 тысяч зрителей и использовалась для гладиаторских боев и других зрелищ. Конструкция Колизея включает систему подземных ходов и камер, где хранились звери и гладиаторы. Археологи, исследуя руины, обнаружили множество артефактов, которые свидетельствуют о популярности этих мероприятий среди римлян. Другим примером искусственной структуры является храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, построенный в начале XII века. Это крупнейший религиозный памятник в мире, который изначально был посвящен индуистскому богу Вишну. Комплекс поражает своей архитектурой и богатой скульптурной декорацией. Внутренние рельефы изображают мифологические сцены, посвященные индуистским легендам, что делает Ангкор-Ват ключевым объектом для изучения культуры и религии камбоджийского народа.
Также стоит отметить подземные храмы в Аджанта и Эллоре в Индии, вырезанные из цельных скал. Строительство этих храмов началось в первом веке до нашей эры и продолжалось в течение нескольких веков. Эти памятники демонстрируют не только мастерство архитекторов, но и значимость буддизма в регионе. Каждый храм наполнен изысканными резьбами и фресками, которые рассказывают о жизни Будды и других божеств. Археологи также обнаружили многочисленные тропы и дороги, связывавшие эти древние города. Например, инки создали сеть дорог, протянувшуюся на более чем 20 тысяч миль, что способствовало быстрому передвижению армий и торговцев. Эти дороги, вырезанные в горах, свидетельствуют о невероятной инженерной мысли и упорстве их создателей. Каждое новое открытие искусственных структур не только подчеркивает мастерство древних строителей, но и помогает понять, как эти культуры взаимодействовали, росли и развивались. Эти рукотворные чудеса изменили мир и продолжают вдохновлять исследователей на новые открытия, открывая нам двери в прошлое и позволяя заглянуть в жизнь людей, которые создали эти невероятные сооружения. С каждым раскопом мы приближаемся к пониманию того, как на протяжении веков искусство и наука шли рука об руку, формируя облик нашей цивилизации.